В 2006 году вышла игра под названием Rogue Trooper. Миллионы игроков играли в нее, но почти никто не знает, что скрывается за этой игрой. И я узнал, что за ней стоит одна из самых мрачных вселенных об ужасах войны в истории комиксов, которая создается уже более 40 лет. Сегодня мы погрузимся в мир солдата Роуга, и вы узнаете, за что на планете Новая Земля идет война уже несколько десятилетий и к чему пришла серия комиксов по сей день. В 1981 году на страницах культового британского комикса 2000 AD появился новый герой. Его придумали сценарист Джерри Финли Дэй и художник Дэйв Гиббонс. Идея была гениальна в своей простоте. Взять классический сюжет о месте солдата и перенести его в гротескный научно-фантастический ад, наполненный роботами, космическими кораблями, хай-тек вооружением и мутировавшими чудовищами. Но у этой фантастики имеются и вполне реальные корни. На мир комиксов огромное влияние оказали обе мировые и американская гражданская войны. Северяне представляют собой подобие фашистской Германии, а южане – объединенные силы, союз сверхдержав во время Второй мировой войны. Эта история повествует о планете, находящейся на орбите двух Солнц и черной дыры. Номер планеты 97104А. Или же, как все ее называют, Новая Земля, чье название иронично отсылает к библейскому новому миру, планете, очищенной от греха, где не будет никаких страданий, но ее нынешнее состояние отражает собой диаметрально противоположное значение. Новая Земля погрязла в войне между двумя людскими сверхдержавами – Конфедерация Южного Креста и Великая Нордландская Республика. Далее будут называться они северяне и южане. Причиной войны стала эта самая черная дыра. В этой вселенной люди познали природу черных дыр и используют их для гиперпространственных перемещений. Победителю достанется ключ от двери, дающий доступ к оставшейся части вселенной. Война за такой стратегический объект в течение 20 лет с применением оружия массового поражения превратила некогда райскую планету в отравленный космический шар, на поверхности которого люди вынуждены находиться в химкостюмах с закрытой системой дыхания. Свою лепту в это привнес северный командир Йозеф Ягер. После того, как его сын был убит, он поклялся превратить новую землю в отравленный грязный камень. И чтобы выйти из тупиковой ситуации в войне, южане в своей космической крепости Мелеком, о которой я расскажу позже, создали клонов, генетических пехотинцев, далее ГП. ГП – это продукт многолетних тайных исследований генных инженеров южан. Созданы они были для получения военного превосходства в непростых условиях боя на Новой Земле. ГП хорошо обучены, не испытывают никаких потребностей, а также сильнее, гибче и быстрее обычных людей. В мозг им вживляется биочип, в который в случае гибели тела выгружается их личность и память. В будущем имеется возможность вернуть его в новое клонированное тело. Главный герой комиксов и видеоигр – солдат Роуг. Режиссер Джеймс Кэмерон. Киборг-убийца. Такой же ГП, как и его товарищи. Оригинальная сага Мести, созданная в период с 1981 по 1985, рассказывает историю о резне в кварцевой зоне и последующей мести Роуга. Эта операция должна была стать полной неожиданностью для северян, но множество ГП было убито, так и не долетев до земли. Оставшийся последним ГП, Роуг и биочипы трех его товарищей осознают, что в рядах южан имеется предатель, который сыграл решающую роль в ходе этой операции. Именно он продал информацию северянам о том, что новые солдаты южан будут высаживаться в капсулах над кварцевой зоной. Сюжет этой серии комиксов адаптирован в игре 2006 года за авторством Rebellion. Товарищи Роуга — это Хелм, Ганнер и Бэгмен, каждый со своими отличительными способностями и характером. В игре каждый из них выполняет свою функцию. Хелм, размещенный на шлеме, может создавать голограммы и взламывать различные системы. Ганнер на винтовке помогает игроку стрелять и может быть установлен как турель. А Бэгмен, установленный на рюкзаке Роуга, создает расходники. В игре и комиксах они забавно между собой общаются, спорят и дают Роугу различные советы. Теперь можно рассказать и о том, что же такое Мелеком. Это огромная искусственная планета, находящаяся где-то в межзвездной пустоте. Она является главной базой южан. И выполняет она различные роли, от создания оружия до обучения ГП. Именно в Мелеком солдат Роуг и его товарищи впервые увидели свет. Там же они и обучались. Ее ученые были так отчаянно настроены выиграть войну, что не только создали совершенно новый тип человека, а возможно и новый вид – Homo caeruleus, но и нашли способ сохранить личность и память человека на кремниевом чипе в его мозге.
В мирное время это определенно принесло бы им как минимум одну Нобелевскую премию. Но поскольку шла война, новых людей, созданных в Миликом, солдат-мужчин использовали в качестве пушечного мяса, а женщин в качестве кукол для развлечения. Самым известным примером такой куклы является Венера Блю Джинс. Это второстепенный персонаж из оригинальной истории про Роуга, которая позже заимела и собственную серию комиксов. Как и другие куклы, Венера изначально не играла никакой боевой роли в Миликом. Пехотинец Хелм питал к Венере теплые чувства и однажды напал на офицера, чтобы спасти ее от изнасилования. Роуг помог ему избежать наказания. Также Венера появляется и в игре от Rebellion. После завершения первой серии комиксов с 1985 по 1989 выходили комиксы, продолжающие историю Роуга. В них после победы над предателем он становится наемником, убивающих ключевых фигур войны. В 1989 году серию радикально перезапустили. На эту серию комиксов огромное влияние оказала Вьетнамская война. В ней появляется новый герой – Солдат Пятница. В этой версии истории появляется Новая Земля 2 и корпорация Клавел, которая играла главную роль в сюжете. Однако позже от этого хода истории отошли, и серия с 1992 года вернулась к классическому для серии Роугу. Большинство этих историй стали флешбэками о нерассказанных историях во времена охоты за предателем. Еще существуют различные спин-оффы и расширения вселенной, а также некоторые кроссоверы. The 86ers. Я не знаю, наверное, так оно читается. Он сосредоточен на эскадрилье поддержки, куда попадают солдаты-неудачники. Егер показывает войну с точки зрения северян, рассказывая ее от лица капитана Аталии Ягер. Mercy Hates – история пилота медицинского шаттла Тора Сайена, который очевидно является ГП. Сюжет проходит через много лет после окончания войны на Новой Земле. В сюжете позже раскрывается его связь с Роугом. Также появлялся кроссовер с судьей Дредом, самым известным персонажем из комиксов 2000 AD. Про похождение Роуга, как оказалось, существует не одна оригинальная игра и ее ремастер 2017 года. Были выпущены такие игры, как Rogue Trooper 86 для Commodore 64 и ZX Spectrum и Rogue Trooper 90 года для Amiga и Atari ST. Также в 1987 году была выпущена настольная игра от Games Workshop. Эти игры стали настоящими открытиями для меня, ведь все эти годы я думал, что эта вселенная имела всего одну игру. И по сей день серия продолжает развиваться. Например, в 2023 году вышел комикс Bladley Valley, где Роуг попадает на поля сражений Первой мировой войны на Земле. Также в июне 2026 года выйдет новый комикс Rogue Trooper Ghost Patrol за авторством Алекса де Кампи и Нила Эдвардса. Авторы пишут, что этот комикс поможет вам узнать и понять историю персонажей перед выходом фильма. Ну и, кстати, о предстоящем фильме, режиссером которого является Дункан Джонс. Фильм будет повествовать оригинальную историю о мести Роуга. Фильм должен был выйти в 2025 году, но был отложен на неопределенный срок. Но на сайте с анонсом нового комикса я прочитал следующее. Приготовьтесь к выходу фильма Rogue Trooper в 2026 году, режиссером которого станет Дункан Джонс при помощи комикса от творческого тандема Алекса де Кампи и Нила Эдвардса. «Призрачный дозор» исследует историю проекта «Генетический пехотинец», который создал Роуга и его товарищей. Это эпичное, наполненное действиями погружение в мир новой Земли, в котором вас ждут неожиданные появления и знакомые лица. Так что же такое Rogue Trooper в итоге? Это не просто забытая игра нулевых. Это живая вселенная, которая за 40 лет превратилась из простой истории мести в обширный мир, показывающий все ужасы войны. Пик ее популярности пришелся на конец прошлого века, поэтому информацию для этого видео было непросто найти. А лучший способ погрузиться в этот мир – это почитать его комиксы. И теперь с новым фильмом на горизонте у этой саги есть все шансы обрести второе дыхание. И я очень на это надеюсь, ведь это одна из моих самых любимых игр. И делая это видео, вселенная раскрылась для меня с неожиданной стороны. Я также надеюсь, что это видео и вам помогло взглянуть на мир новой Земли по-новому.